Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Соберу предельно простую коптильню холодного копчения, проведу испытания в процессе реального копчения, продемонстрирую результаты копчения, дам сравнительные характеристики, плюсы и минусы базовой и упрощенной версии коптильни. Подписчикам канала напомню, а гостям вкратце опишу конструкцию своей модульной коптильни. 2 года назад вниманию публики предложил конструкцию правильной коптильни холодного копчения, ее прототип. В результате модификации мною был разработан ряд версий коптильни. Это стало возможным благодаря модульной конструкции. На данный момент актуальная версия коптильни – версия 2.1. Вот на базе этой версии и соберу упрощенный вариант с минимальными затратами средств и времени, используя инструменты, имеющиеся в каждом хозяйстве, без сварочных работ, без пайки, без специфических инструментов. Итак, версия 2.1. В нашем случае базовая версия. Все модули конструкции, как базовые, так и упрощенные, по ссылкам в описании к этому видео. Дымогенератор. Как понятно из названия, служит для создания дыма. Предварительный охладитель. В нем дым температурой более 100 градусов остывает до приблизительно 60 градусов. При этом образуется конденсат на стенках предварительного охладителя и в виде аэрозоля. Конденсат связывает крупные твердые нерастворимые частицы аморфных углеродов и полициклических ароматических углеводородов, то есть ПАУ, в том числе канцерогенных. Конденсат стекает на дно охладителя и периодически утилизируется. Таким образом, дым очищается от крупных нерастворимых частиц, что предотвращает попадание их в основной охладитель и, как следствие, заиливание дренажного колодца основного охладителя. На входе предварительного охладителя установлен кран забора воздуха. Через этот кран в магистраль всасывается воздух. Дым смешивается с воздухом, формируя коптильную дымовоздушную смесь. Температура смеси снижается градусов до 50. Образуется и отводится еще больше конденсата. Происходит более глубокая очистка дыма от сажи, золы и канцерогенов. Изменяя угол поворота шар-крана, можно регулировать процентное соотношение дым-воздух в смеси, то есть концентрацию дыма. Из предварительного охладителя коптильная смесь поступает на вход основного охладителя, расположенного в грунте. В основном охладителе коптильная смесь остывает, образуется конденсат и проходит более тонкая очистка газовой смеси. На выходе основного охладителя коптильная смесь достаточно чистая и охлажденная до 18-20 градусов. Принцип очистки дыма в предварительном и основном охладителях тот же, что и в промышленных скруберах. С той только разницей, что в скрубер водяной аэрозоль впрыскивается через форсунки, а в охладителе образуется вследствие конденсации воды при охлаждении. Конденсат образуется не только на стенках предварительного охладителя, но и на нерастворимых частицах угольной пыли, золы, пепла, бензопирена. Конденсат со связанными частицами стекает на дно и периодически утилизируется. Как видите, ничего нового я не изобрел. Из основного охладителя дымовоздушная смесь поступает в модуль контроля наличия и плотности дыма. Если банка прозрачная, значит дым не генерируется, надо искать и устранять причину. Если дым в банке, банка белая, это видно издалека, значит все в порядке и к коптильне можно не подходить. По цвету банки, приблизительно 50 оттенков серого, можно контролировать плотность коптильной смеси и менять ее на свое усмотрение краном забора воздуха, установленного на предварительном охладителе. С выхода камеры контроля коптильная смесь поступает в коптильную камеру, где и происходит копчение продукта. На выходе коптильной камеры установлен модуль эжекции, фактически вытяжной струйный насос. Он-то и создает принудительную тягу в системе. Подстроечным резистором модуля регулируется напряжение питания турбины, то есть производительность.
Таким образом регулируется тяга в системе, количество воздуха, поступающего в зону тления дымогенератора, и как следствие температура тления щепы. Тяга должна обеспечить стабильное экзотермическое тление щепы при минимальной температуре. Чем ниже температура тления, тем меньше ПАУ в дыме. Напряжение на турбине контролируется по вольтметру модуля. Так работает базовая коптильня. На мой взгляд, все просто, но это на мой взгляд. Комментарии говорят об обратном. Многие зрители считают коптильню слишком сложной. Ну что ж, упрощу. Начну с коптильной камеры. В базовом варианте она должна быть достаточно герметичной. Не абсолютно, но достаточно. При создании коптильни это может вызвать некоторые трудности. В ряде видео уже говорил, что если установить модуль эжекции не на выходе камеры, а на ее входе, то можно использовать негерметичную камеру. В упрощенной коптильне применю камеру проще простого. Ссылка в описании и вверху экрана. Модуль эжекции установлю на вход коптильной камеры. Модуль эжекции – это действительно не самое простое устройство. Для изготовления нужны базовые знания, паяльник и прямые руки. Значит, в упрощенной коптильне применю модуль эжекции, тот, который проще простого. Для этого его и собрал. Ссылка в описании и вверху экрана. На выходе такого эжектора дым смешивается с несущим потоком воздуха в пропорции 1 к 1. Это уже низкая концентрация дыма. Вполне допустимая, но минимальная. Краном забора воздуха можно только еще понизить концентрацию. Значит, кран будет всегда закрыт. То есть в данном случае он бесполезен. Прошу не путать. Краном на упрощенном эжекторе управляем производительностью эжектора, то есть тягой в системе. Краном забора воздуха регулируем подачу воздуха в систему, то есть задаем концентрацию дыма. Кран забора воздуха из системы исключаем за ненадобностью. Если управлять плотностью коптильной смеси нет возможности, то и камера контроля наличия и плотности дыма тоже не нужна. Камеру из системы исключаем, а наличие дыма буду контролировать визуально на выходе коптильной камеры. Для изготовления основного охладителя нужны сварочные работы. Сварочный аппарат, расходники, электроды, еще краги, спецодежда, умения, навыки, опыт и так далее. Обойдусь без сварки. В качестве основного охладителя установлю охладитель, тот, который проще простого. О конструкции сборки и функционировании говорил в одном из видео ранее. Ссылка в описании и вверху экрана. Предварительный охладитель нужен для сборки и отведения конденсата, содержащего крупную фракцию угольной пыли. Это необходимо для снижения вероятности заиливания основного охладителя, установленного стационарно. Монтаж-демонтаж упрощенного охладителя предельно просты. Даже если колодец охладителя заилится, охладитель можно снять, прочистить колодец и восстановить охладитель на место. Или вообще перенести его на другое место. Значит, без предварительного охладителя вполне можно обойтись. Очистку дыма на себя возьмет основной охладитель. Ну и дымогенератор. Установлю дымогенератор тот, что проще простого, выполненный без сварочных работ. Я о нем уже говорил в одном из видео ранее. В результате вот такая теоретическая разработка простенькой, но правильной коптильни получилась. Конструкция предельно проста, при этом, надеюсь, вполне функциональна. Проще только не делать вообще. Если согласны, ставьте лайк. Не согласны – дизлайк с комментарием, что именно не устраивает. Перейду к реализации испытания. Собрал коптильню по предложенной схеме. Дымогенератор, охладитель, эжектор. Каркас коптильной камеры. Подготовил продукты к копчению. Процесс подготовки опускаю, повторяться не буду, ссылки в описании. Подготовленный продукт разместил на каркас камеры.
Можно было бы и больше поместить, как минимум еще 4 единицы. Но пока хватит. Все-таки провожу испытания. Вдруг что-нибудь не так пойдет, как запланировано. Устанавливаю оболочку камеры. Полиэтиленовый пакет большой емкости. Подключаю вход эжектора к коптильной камере. Ну как подключаю? Вставляю в камеру. Подключаю источник питания к модулю эжекции. В видео, где описывал упрощенный модуль эжекции, говорил о вариантах его питания. И только после публикации того видео сообразил. Упрощенный эжектор практически не отличается от моего рабочего. Мой эжектор поддерживает экзотермическое тление щепы при напряжении на турбине 8,6 вольта. Значит, вполне подойдет источник питания с выходным напряжением 9 вольт. Правда, на своем устанавливаем напряжение 9,2-9,4 вольта. Перестраховываюсь от затухания щепы в холодное время суток, то есть ночью, или во время дождя. Дождь не ожидается, коптить буду в течение дня, под контролем. 9 вольт вполне подойдет. Подключаю без паяльника. Разъем на блоке питания отрезать не стал, пожалел. Подключил проводами прямо к разъему и фиксировал бельевой прищепкой. Упрощать так упрощать. А вот то, что мне больше всего не нравится. Кабель под напряжением на земле в траве. В этот раз допустимо. Коптить буду днем под контролем. Поджигаю щепу. Дымогенератор наполнен самодельной щепой из лозы винограда. И о самодельной щепе есть видео на канале. Сразу скажу, на лозе коптить можно. Дым вкусный. Но лоза зависает в бункере дымогенератора. Дело в том, что сухая лоза очень легкая и под своим собственным весом не проваливается в зону тления. И еще, лоза пористая. Пропариваясь с дымом, набухает, увеличивается в объеме, упирается в стенки дымогенератора и надежно удерживает весь вес столба щепы в дымогенераторе. То есть зависает. Очень жаль. Думаю, проблему можно решить, миксуя лозу с более плотной древесиной, например, с дубом. Надо пробовать. Итак, дым пошел, но не через выходное отверстие вверху камеры, а внизу, из-под камеры, через щель между землей и камерой. Так и должно быть. Дело в том, что дым холодный и не поднимается вверх, а стелется по дну камеры, вытекает из-под камеры. Решил проблему просто. Закрыл канал утечки дыма. Просто подсыпал песком стык камеры с землей по периметру. Камера наполнилась дымом, и теперь дым выходит через отверстие вверху камеры, как и было задумано. Дым в камере, продукт коптится. Приоткрыл кран на эжекторе, тем самым уменьшил тягу. Уменьшил подачу воздуха в дымогенератор, то есть снизил температуру тления щепы. Досыпал щепу в дымогенератор. В силу обстоятельств коптил в течение 10 часов. В своей коптильне копчу рыбу около 12 часов, сало около 18, более плотным дымом. Ожидаемо продукт получился слабо копченым. Но это на мой вкус жене понравилось. Все получилось. Коптить вполне возможно. Может быть, на 2-3 часа дольше. А так все получилось почти идеально. Как вы, вероятно, заметили, на заднем плане стоит парничок. Дело в том, что испытания проводил весной. А подготовить и опубликовать видео смог только сейчас. Причина тому война. Называю вещи своими именами. Не спецоперация, а полномасштабная агрессивная захватническая война. Причина тому фашисты, вторгшиеся в нашу вильную Украину. Слава Украине! Обращаю внимание, в Украину, а не на Украину, как говорят на Московии. Кстати, о языке. Нет никакого русского языка. Русский язык придумал Ленин. Я говорю на слобожанском. Белгородская, Курская, Воронежская области тоже часть слобожанщины, тобто Слобідської України. Потерпите, мы вас освободим. А Z-патриоты, полупокеры с полусвастикой, вон с канала, за русским военным кораблем. А я продолжу.
Проанализирую преимущества и недостатки предложенного решения в сравнении с базовой версией коптильни, версией 2.1. Упрощенная конструкция проста в исполнении, не требует значительных затрат времени и средств. Достаточно мобильна. Пожалуй, это и все достоинства. Недостатки. В дымогенераторе есть каналы подсоса воздуха. Так как упрощенный дымогенератор без дна, незначительный подсос есть между дымогенератором и кирпичом, на котором он стоит. При этом воздух подсасывается в зону тления щепы. В зоне тления возникает избыток кислорода, и температура тления повышается. Как следствие, возрастает генерация полициклических ароматических углеводородов. Недостаток устраняется просто. На инжекторе приоткрываю кран. Уменьшается тяга, снижается температура тления. Проблема решена. Так как входной патрубок дымогенератора не приварен, а закреплен гайками, есть подсос воздуха в месте крепления. Дым смешивается с воздухом еще в горячей зоне. Кислород в коптильной смеси необходим для формирования коптильных соединений, а взаимодействуя с горячим дымом, формирование проходит интенсивнее. Так что это скорее достоинство, чем недостаток. Отсутствует предварительный охладитель. Ну так себе недостаток, об этом говорил ранее. С глубокой очисткой дыма успешно справляется основной охладитель. Упрощенный основной охладитель мало чем отличается от моего. Говорил об этом в видео «Охладитель дыма проще простого». Отсутствие модуля контроля наличия и плотности дыма скорее неудобство, чем недостаток. Говорил об этом ранее. Модуль эжекции создает коптильную смесь низкой концентрации. Каким-либо способом повысить ее не удастся. Кран забора воздуха в такой системе абсолютно бесполезен, им можно только снизить концентрацию. Низкая концентрация дыма вполне может быть компенсирована увеличением продолжительности копчения. Эмпирическим путем можно подобрать необходимую продолжительность копчения для каждого типа продукта. И тоже не проблема. Итак, упрощенная коптильня холодного копчения вполне функциональна и не имеет критических или сколько-нибудь существенных недостатков, хоть и собрана из глины и палок. Во всяком случае, ее стоит собрать хотя бы для того, чтобы попробовать продукт настоящего холодного копчения. Не то, что продается в магазинах и на рынках. Обычно тот продукт копчен жидким дымом, а это не копчение, это имитация копчения. Жидким дымом в лучшем случае. На рынке можно купить продукт, копченый грязным, неподготовленным дымом, а это уже отрава. Демонстрирую, чем отличается неподготовленный грязный дым от очищенного путем охлаждения. В предварительный охладитель поступает грязный дым, непосредственно из дымогенератора. А в модуле контроля дым, прошедший через основной охладитель, то есть охлажденный и очищенный. Этот фрагмент в ускоренном режиме, но без купюр, не редактирован. Обратите внимание на цвет дыма, на потеки на стенках предварительного охладителя. И на цвет дыма в модуле контроля. А это видео с другой стороны. Что-то еще говорить надо? А поговорить есть о чем. До встречи на канале.